мне пришлось плакать. И да, твои слезы тронули меня. Каждую ночь ты плакала молча, думая, что никто не видит, никому нет дела, никто не слышит, но я плакала. Я считала каждую слезу, падавшую из твоих глаз, я чувствовала тяжесть каждого вздоха, который ты пыталась скрыть от мира. Я никогда не хотела, чтобы ты так страдала. Я никогда не планировала, чтобы твое сердце отяжелело от страха или чтобы твои руки дрожали от нужды. Я создала тебя для изобилия, а не для страданий. Для мира, а не для тревог. Для света, а не для тьмы, которая пыталась завладеть твоим разумом. Но ты отдалился от завета. Ты позволил шуму мира заглушить мой голос. Ты начал верить, что бедность твоя судьба, что разочарование твое наследие, что, возможно, только возможно, Бог забыл твое имя. Дитя мое, как же это далеко от истины. Я никогда тебя не покидал. Даже когда ты отворачивался, даже когда твоя вера ослабевала, даже когда ты считал молитвы бесполезными, я был рядом. Наблюдал. Ждал. Защищал тебя от того, что, о чем ты даже не подозревал, пыталась тебя уничтожить. Слушайте внимательно, потому что этот момент, эта самая секунда не случайность. Вы не случайно наткнулись на эти слова. Это священная встреча. Я обращаюсь к вам через это послание, потому что есть дверь, которую я собираюсь открыть, скрытый ключ, который я собираюсь вложить в вашу руку. Но прежде чем эта дверь откроется, мне нужно, чтобы вы остались до конца. Потому что то, что я собираюсь открыть, может изменить всю вашу судьбу. Вы спрашивали меня, почему, Боже? Почему я так много работаю и все еще не вижу урожая? Почему я молюсь и не вижу чуда? Почему другие процветают, а я забыт? Я слышал эти мольбы. И сегодня я отвечаю вам. Но вы должны остаться. Вы должны слушать до последнего слова. Потому что секрет, который я открою в конце этого послания, несет в себе силу открыть ваше изобилие и высвободить ваше божественное наследие. Да, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты устал. Ты ранен. Ты сделал все, что мог, и все еще чувствуешь себя опустошенным. Ты верил, но ожидание стало невыносимым бременем. Но говорю тебе, мои возлюбленные, то, что кажется концом, это лишь скрытая подготовка к грядущему чуду. Боль, которую ты чувствуешь, это не наказание, это преображение. Борьба, которую ты переживаешь, это не отвержение, это очищение. Не отворачивайся. Не закрывай это послание. Потому что, если ты уйдешь сейчас, ты можешь пропустить слово, несущее твой прорыв. В моем времени есть священный ритм, божественный узор, который вот-вот раскроется перед твоими глазами. Ты поймешь, почему тебе пришлось потерять то, что ты потерял. Ты увидишь, что каждая закрытая дверь была не отрицанием, а указанием. Что каждая задержка была не поражением, а божественной подготовкой к чему-то гораздо большему, чем ты себе представлял. Прямо сейчас вы стоите на пороге Нового Завета. Вы всего в нескольких мгновениях от откровения, которое прольет свет на каждую бурю, каждое предательство, каждую бессонную ночь. И когда я открою его, вы больше не будете молиться, как прежде. Вы больше не будете просить: «Я научу вас повелевать». Вы больше не будете гнаться за благословениями, они начнут гнаться за вами. Но прежде чем я открою вам эту истину, мне нужно обратиться к сердцу, которое почти сдалось. К вам, кто чувствует себя невидимым. К вам, кто чувствует себя недостойным. К вам, кто сомневается, что чудеса все еще случаются. Вы причина, по которой я говорю сейчас. Это послание несет в себе семя вашего преображения.
Оставайтесь до конца, ибо последние слова будут ключом, который откроет вашу дверь. Мне пришлось плакать, потому что я видел твою боль. Но я также видел, какой урожай ждет тебя за ней. И именно это я тебе и покажу, если ты останешься. Вернись ко мне сейчас. Я здесь. Я никогда не покидал тебя, даже когда ты думал, что я отвернулся. Я здесь, стою у двери твоего сердца, жду не с осуждением, а с тоской. Я нежно касаюсь этой двери, тихо стучу, прошу тебя впустить меня снова. Слишком долго ты пытался нести бремя жизни в одиночку, закрываясь за стенами, воздвигнутыми из разочарования и страха. Но я говорю тебе сейчас, эти стены не твоя защита, они твоя тюрьма. Открой дверь, дитя мое, ибо я готов войти, и когда я это сделаю, все изменится. Я голос, звавший тебя с самого начала, шепот в тишине, утешение ночью, когда никто другой не мог до тебя достучаться. Ты слышал меня много раз, но игнорировал звук, потому что считал, что зашел слишком далеко, слишком запятнан, слишком недостоин. Но я говорю тебе, никакое расстояние не будет слишком большим, никакой грех не будет слишком темным, никакая неудача не будет слишком окончательной, чтобы моя любовь не смогла ее преодолеть. Мои объятия широко раскрыты, протянуты не с обвинением, а с приглашением. И когда я увижу, как ты возвращаешься ко мне, я не буду ждать, пока ты приползешь, я побегу к тебе. Я окутаю тебя любовью, святой нежностью, миром, которого жаждала твоя душа. Видишь ли, этот момент не о наказании, а о восстановлении. Враг пытался убедить тебя, что ты потерял все, но он лишь ослепил тебя, не дав тебе увидеть то, что я уготовил. Богатство твоей судьбы, изобилие твоего наследия, благословение, которое я приберег для твоего имени, все это по-прежнему здесь ждет тебя за дверью. Ключ в твоих руках, и этот ключ — вера. Открой его. Поверни его. Впусти меня. Потому что, когда вера отпирает сердце, дверь к чудесам распахивается настежь. Я знаю, что ты доверял и был предан. Я знаю, что ты ничего не дал и ничего не получил взамен. Я знаю, что ты молился и чувствовал, как эхом отзывается тишина. Но теперь услышь меня ясно, эта тишина не была моим отсутствием, это был звук подготовки. Я укреплял тебя, готовя тебя принять то, чего не могла вместить слабая вера. Ибо то, что я собираюсь излить в твою жизнь, требует сердца, расширенного через самоотречение. Ты не можешь получить изобилие, цепляясь за страх перед нуждой. Ты не можешь получить благословение богатства, веря, что обречен на нужду. Преображение начинается, когда ты позволяешь мне войти. Приблизьтесь. Не медлите. Не сомневайтесь. Тот же Бог, который умножил масло вдовице, воскресил Лазаря из гроба, изрек свет во тьму, говорит с вами сейчас. Я тот же вчера, сегодня и вовеки. И я собираюсь умножить то немногое, что осталось в ваших руках. Но сначала вы должны открыть свое сердце, истинную дверь, через которую приходит каждое чудо. Слушая эти слова, вдохните и почувствуйте мое присутствие. Это тепло в вашей груди, это волнение внутри вас не воображение, это я. Я приближаюсь ближе, чем ваш следующий вдох. Время скитаний прошло. Время моль прошло. Пришло время прорыва. Я прошу только, чтобы вы впустили меня. Не только в ваши молитвы, но и в ваши планы. Не только в ваше воскресенье, но и в каждый ваш рассвет. Если вы чувствуете, как это послание обращается к вашему духу, прошу вас, проявите веру в действии. Поставьте лайк этому видео в знак того, что вы снова открываете дверь своего сердца. Речь не идет об алгоритмах или взглядах,
это символический акт согласия между нами. Когда вы нажимаете «Нравится», это означает заявление «Я выбираю открыть свое сердце Богу». Потому что каждое маленькое действие веры вызывает ответ небес. Небеса движутся, когда движется ваше сердце. Понимаешь ли ты, что я говорю, дитя мое? Ты стоишь перед самой дверью, ведущей к твоему преображению. Одно решение отделяет твою нынешнюю жизнь от той, которую я для тебя запланировал. Один жест капитуляции открывает путь к годам ожидания. Мир научил тебя, что сила означает контроль, но я говорю тебе правду. Настоящая сила – это доверие. Впустить меня – это не слабость, это мудрость. Потому что, когда ты позволяешь мне вести, бури, которых ты боишься, теряют свою силу. Когда ты позволяешь мне вести, путь к изобилию становится ясен. Я здесь и зову тебя по имени. Не то имя, которое другие высмеивали, не то имя, которое они навесили на тебя ярлыком неудачи, но истинное имя, написанное в моем завете, возлюбленный, избранный, предназначенный. Я уготовил тебе место в моем плане изобилия и урожая. Есть обетования, на которых написано твое имя, благословения, которые молчаливо ждали именно этого момента, когда ты сдашься. Ты не упустил свое время, ты просто отложил свой приход. Дверь все еще здесь, и я все еще стучусь. Вы просили финансовой свободы, мира в доме, исцеления тела. Все это находится по ту сторону одной двери вашего сердца. Ведь там, где открывается ваше сердце, течет небеса. Вот почему я призываю вас не просто слушать, но и откликаться. Впустите меня, и я покажу вам, что богатство, которое я приношу, это не только деньги, но и мир, мудрость и непоколебимая радость. Богатство – это больше, чем просто имущество. Это способность жить без страха, идти к цели, знать, что каждое посеянное вами семя принесет плоды в свое время. И я обещаю тебе, когда я увижу, как ты возвращаешься ко мне, когда почувствую, как твое сердце начинает открываться, я не пойду, я побегу. Я побегу к тебе быстрее, чем отчаяние может тебя преследовать, быстрее, чем чувство вины может нашептывать тебе. Моя любовь нетерпелива в ожидании возвращения, она неотступна, страстна, неудержима. Я окутаю тебя своей божественной лаской, теплом, которое не погасит никакая тьма. Ты почувствуешь мои объятия не только в духе, но и в обстоятельствах, ибо двери, которые были заперты перед тобой, начнут открываться одна за другой. Настал час возвращения, пора божественного посещения. Не ожесточай больше своего сердца. Стук, который ты слышишь, не случайен, это вечный ритм моего желания тебя. Откройся мне, и я открою тебе небеса. Та же рука, что стучится, вскоре благословит. Тот же голос, что зовет, вскоре повелит. И то же сердце, что жаждет тебя, вскоре наполнит твое безграничной радостью. А теперь наберитесь смелости и действуйте. Как это послание не для меня, а для себя как знак вашего возвращения, как ваше заявление о вере. Произнесите его вслух, если можете. «Боже, я открываю дверь своего сердца». И знайте, что пока вы это произносите, я уже двигаюсь. Дверь открывается. Свет входит. Благословение приближается. И я бегу, да, бегу к вам с божественной, неудержимой любовью. Я превращу все ночи, что ты провел в слезах, в утра, полные смеха, в моменты безмерного счастья. Но прежде чем придет свет, мы должны поговорить о тьме, которая привела тебя сюда. Да, твои иллюзии были очень сильны, но из них же рождалось и множество разочарований. Мечты, которые ты строил на хрупкой почве, обещания, шепчущие тебе губы, которые и не думали их сдерживать, ложь, окутывающая твою надежду, пока она не задохнулась. Вот раны,
ожесточившие твое сердце. Сердце, которое когда-то так легко доверяло, теперь бьется под слоями камня. Скажи мне, дитя мое, когда твоя вера начала давать трещину? В тот день, когда ты отдала все тому, кто ушел, не сказав ни слова? В тот месяц, когда ты молилась со слезами, но небеса, казалось, молчали? Или это был тот долгий период борьбы, когда ты наблюдала за процветанием других, а сама ощущала лишь горечь? Видишь ли, каждая разрушенная иллюзия не должна была тебя погубить, она должна была пробудить. Но вместо того, чтобы пробудиться, ты начала закрываться. Ты возводила стены. Ты научилась улыбаться, умирая внутри. Ты научилась произносить слова веры, втайне сомневаясь в каждой молитве. Сколько раз ты смотрел в зеркало и спрашивал себя, что со мной не так? Сколько раз ты сравнивал свою жизнь с жизнью других, думая, что, может быть, Бог забыл тебя благословить? Тебя учили быть сильным, но сила без веры оборачивается гордыней, а гордыня изолирует сердце. Ты верил лжи мира о том, что богатство приходит только с усилиями, что благословения достаются лишь счастливчикам, что чудеса для других, но не для тебя. Эта ложь постепенно стягивала цепи вокруг твоей души, пока даже мой голос не казался далеким. Ты начал верить, что любовь – это риск, который ты не можешь себе позволить, что надежда слишком дорога, что вера наивна. Поэтому ты возвел себе защиту холодную, бесчувственную, тяжелую. Каменное сердце невозможно разбить, думал ты. Но ты не видел, что оно также не может чувствовать тепло моего присутствия и поток благословений, которые я пытался послать. Ты выбрал контроль вместо капитуляции, логику вместо веры, иллюзию вместо истины, и этот выбор стоил тебе многих лет покоя. Многие говорили вам, что ваша ценность зависит от успеха, но никогда не говорили, что успех без духа – это пустота. Многие говорили вам гнаться за деньгами, но никогда не учили вас, что деньги без цели становятся проклятием. Многие говорили вам, что чудеса редки, но никогда не открывали вам, что я Бог невозможного, ожидающий одного единственного акта веры, чтобы открыть небесные сокровищницы. И все же вы верили им. Вы верили в иллюзию, что вы должны заслужить то, что я уже обещал. Вы верили, что ваша судьба откладывается, потому что вы были недостаточно хороши, недостаточно святы, недостаточно умны. Но ваше падение было связано не со способностями, а с доверием. И теперь я спрашиваю тебя, как долго ты будешь позволять страху управлять тем, чем я предназначил управлять вере? Как долго ты будешь позволять горечи восседать на троне твоего сердца, когда я стучусь, просью заменить ее покоем? Сколько еще лет ты потеряешь из-за иллюзии, что ты одинок? Ты не одинок. Ты никогда им не был. Но ложь ослепила тебя. Тебе говорили, что я далеко, но я был внутри каждого мгновения твоей боли. Тебе говорили, что я молчу, но я был шепотом, не давая тебе сдаться. Я видела, как ты притворялась, что все хорошо, в то время как внутри тебя все ломалось. Я видела ночи, когда сон не приходил, потому что тревога сжимала твою грудь, словно тиски. Я видела утра, когда ты заставляла себя улыбаться не от радости, а чтобы скрыть усталость. И я плакала не потому, что ты потерпела неудачу, а потому, что верила, что должна бороться в одиночку. Дитя мое, когда ты начала думать, что я тебя бросила? Когда ты поверила в иллюзию, что твои неудачи окончательны? Когда твои молитвы стали делами, а не разговорами со мной? Я знаю, что они тебе говорили. Они советовали перестать ожидать слишком многого, принимать то, что дает жизнь, перестать мечтать о многом. Но они солгали. Я не Бог достаточного. Я Бог изобилия, Бог, умножающий хлеб в пустыне и извлекающий воду из скалы.
Но ты перестал ждать чудес, потому что твое сердце устало от разочарований. Ты возвел стены, чтобы выжить, но эти же стены теперь не дают тебе получить благословение. Иллюзии, которые ты когда-то принимал за утешение, превратились в тюрьму, которую ты теперь называешь реальностью. Видишь, что сделал враг? Он не уничтожил тебя, он обманул. Он заставил тебя усомниться в моем характере. Он шептал, что мне все равно, что я жесток, что я благословляю других, а тебя игнорирую. И постепенно твое сердце остыло. Оно превратилось из плоти в камень, из веры в логику, из молитвы в молчание. Ты перестал бежать ко мне, потому что думал, что я перестал бежать к тебе. Но я никогда не останавливался. И никогда не остановлюсь. Мой вопрос к вам сейчас прост, но он пронзит вас глубоко. Как наполнить запечатанный сосуд? Как излить изобилие в сердце, которое отказывается открыться? У меня есть реки благословений, которые ждут меня, но они не могут войти туда, где дверь остается закрытой. Вы спрятались за своей силой, но сила без смирения становится вашей величайшей слабостью. Вы искали богатство, но богатство без веры превращается в пустыню пустоты. Множество иллюзий обещало тебе удовлетворение, успех, восхищение, власть, но ни одна не сдержала слова. Множество голосов велели тебе забыть обо мне, но ни один из них не остался, когда ты начал плакать. Мир забрал твое доверие, использовал его и оставил тебя опустошенным. И теперь ты живешь между неверием и тоской, желая снова поверить, но боясь снова быть обманутым. Вот оно, каменное сердце, не злое, но раненое. Не неверующее, но боящееся. Но я здесь не для того, чтобы осуждать тебя. Я здесь, чтобы пробудить тебя. Чтобы показать тебе, что твоя величайшая боль была не наказанием, а моментом, когда твоя иллюзия начала рушиться. А когда иллюзия рушится, истина наконец может войти. Каждое разочарование, каждое предательство, каждая потеря были предназначены для того, чтобы разрушить ложные устои, чтобы я мог построить на их месте нечто вечное. Ты не сломлен безвозвратно. Тебя просто готовят. Дитя мое, я снова спрашиваю, как долго ты будешь позволять камню оставаться? Как долго ты будешь жить так, словно я далек, когда я ближе, чем биение твоего сердца? Как долго ты будешь гоняться за иллюзиями, когда истина стоит перед тобой? Пришло время положить конец лжи, обнажить раны, смягчить то, что затвердело. Позволь мне коснуться этого каменного сердца, и я снова сделаю его плотью. Позволь мне дохнуть на то, что ты считал мертвым, и я оживлю его. Потому что я все еще Бог, который превращает пепел в красоту, отчаяние в хвалу, недостаток в изобилии. И хотя твое сердце, возможно, охладело, моя любовь нет. Ты мог поверить лжи, но я здесь, чтобы сказать правду, которая плавит камень, прошептать благодать, которая возвращает дыхание, пробудить дух, который все еще помнит меня. Ты достаточно долго жил в иллюзиях. Теперь пришло время снова чувствовать, снова верить, снова жить. Устали плакать. Просыпаться каждое утро с этой безмолвной тяжестью на груди, притворяться, что все хорошо, хотя в глубине души вы разваливаетесь. Сколько еще вы собираетесь жить, неся боль, которая вам больше не принадлежит? Мир оставил на вас шрамы, я знаю. Жизнь возложила на вас бремя, которое вам никогда не приходилось нести. Но сегодня слушайте внимательно. Сегодня я войду в вашу душу. Я доберусь до самых глубин тех, что вы скрывали от других и даже от себя. Я прикоснусь к тому, что было изранено предательством, закалено разочарованием и заглушено страхом. И я приму все эти страдания не для того, чтобы осудить вас, а чтобы исцелить. Сегодня я начинаю восстанавливать то, что жизнь украла.
Сегодня мой дух проникает сквозь трещины в вашем сердце, куда, как вы думали, не проникнет свет. Я приношу ясность вашему видению, направление вашему сердцу и стабильность вашим эмоциям и мыслям. То, что когда-то было хаосом, теперь обретет порядок. Там, где жила неразбериха, родится цель. Там, где царила печаль, мир потечет, словно река. Боль, которую вы несли годами, вот-вот превратится в силу. Проклятие, преследовавшее ваш род, вот-вот исчезнет. Потому что я исцеляю не только отдельных людей, но и целые поколения. Твои раны начались не с тебя. Они передавались из поколения в поколение, через слова, сказанные в гневе, через мечты, разрушенные страхом, через привычки. Бедности и вины. Ты унаследовал истории неудач, циклы разочарований, голоса, твердившие тебе «ты никогда не поднимешься». Но я, Господь, твой Бог, выбрал этот момент, чтобы переписать эту историю. Я разрываю узы, связывающие тебя с болью. Я разрываю завет, который ты неосознанно заключил с нуждой, и открываю завет изобилия, носящий мое имя. Ты слишком долго жил между двумя мирами, между верой и сомнением, между капитуляцией и контролем, между верой в мое обещание и страхом, что оно не сбудется. Это твой нравственный перекресток, поворотный момент твоей судьбы. Продолжишь ли ты жить, исходя из своих ран, или позволишь мне исцелить их? Я не буду навязывать твой выбор. Любовь никогда не принуждает, она приглашает. Но знай, чем дольше ты колеблешься, тем дольше исцеление ждет тебя на пороге. Я готов действовать сейчас. Небеса готовы действовать сейчас. Благословение приготовлено, но твое сердце должно открыться в согласии. Послушайте, исцеление – это не просто отсутствие боли, но и возвращение цели. Я не только забираю то, что причиняет боль, я возвращаю то, что было утрачено. Я возвращаю исчезнувший смех, мечты, казавшиеся глупыми, мужество, которое когда-то пылало в вас, словно священный огонь. Вы думали, что этот огонь погас, но я сохранил тлеющий уголек под пеплом. И теперь я дышу на него. Я возвращаю его к жизни. Чувствуйте, как он шевелится внутри вас прямо сейчас. Тепло, пульсация, божественная энергия, которая не от мира сего, но от моего духа. Тебе нужно кое-что понять, дитя мое. Каждая буря, которая тебя разбила, несла в себе тайну. Каждое разочарование было замаскированным откровением. Тебя не уничтожали, тебя определяли. Тебя не наказывали, тебя ставили на место. Раньше ты этого не видел, но путь боли вел тебя к месту силы. Я допускал определенные вещи не потому, что хотел причинить тебе боль, а потому, что мне нужно было подготовить тебя. Ты просил у меня силы, и я дал тебе борьбу. Ты просил у меня мудрости, и я дал тебе утрату. Ты просил у меня чудес, и я дал тебе моменты, в которых могла выжить только вера. И хотя тогда ты этого не понимал, сегодня я открываю тебе тайну. Все произошедшее было частью твоего преображения. Теперь вы видите. Каждая неотвеченная молитва была не молчанием, это была стратегия. Каждая задержка была не отрицанием, это было божественное время, подготовившее идеальный момент для вашей жатвы. Вы не забыты. Вы были скрыты до времени раскрытия. Сегодня я внесу ясность туда, где вы видели лишь туман. Я укажу направление там, где вы блуждали по кругу. Я принесу стабильность тому, что казалось хрупким эмоциям, которые колебались между надеждой и отчаянием. Я укреплю вас в мире, который не поколеблют обстоятельства. Это привилегированное знание, которое мало кто понимает. Исцеление предназначено не только для вашего тела или эмоций, оно предназначено для вашей судьбы. Когда я исцеляю вас, я исцеляю ваше будущее.
Когда я восстанавливаю вашу веру, я перестраиваю ваш путь в соответствии с изобилием, которое всегда было предначертано для вас. Мир учит, что время лечит, но само по себе время не может исцелить то, что духовно. Только мое присутствие может преобразовать раны в мудрость. Только моя рука может превратить каменное сердце в сосуд живой веры. И сегодня я делаю это, здесь, сейчас, когда эти слова доходят до вас. Позвольте мне показать вам, что происходит, когда божественное вмешательство встречается с человеческим смирением. Когда вы говорите «Боже, я готов», небеса отвечают. Цепи страха начинают падать одна за другой. Стыд, который вы несли, ослабевает. Бремя неудач начинает отступать. Я касаюсь вашего разума, заглушая голоса, твердившие вам, что вы недостаточны. Я касаюсь ваших эмоций, успокаивая волны, которые повергли вас в смятение. Я касаюсь вашего сердца, растворяя то, что затвердело. Я не даю обещаний о завтрашнем дне, я действую в настоящем. Я знаю, ты сомневаешься. Ты спрашиваешь себя, неужели это действительно изменится? Могу ли я по-настоящему освободиться от того, что преследовало меня годами? Да, дитя мое. Потому что я не человек, которому следует лгать, и не обещание, которое исчезает со временем. Когда я провозглашаю исцеление, оно вечно. Когда я высвобождаю благословение, оно умножается. Когда я говорю о богатстве, оно течет рекой. Изобилие, которое я даю, не только финансовое, оно целостное. Мир в твоем духе, здоровье в твоем теле, цель в твоих шагах и радость в твоем сердце. Ты больше не будешь жить выживанием, ты будешь жить процветанием. Но я спрашиваю тебя об этом. Позволишь ли ты мне забрать то, за что ты все еще держишься? Кое-что из того, что ты называешь защитой, на самом деле яд. Что-то из того, что ты защищаешь, истощает твою жизнь. Ты должен выбрать. Будешь ли ты держаться за иллюзию контроля или подчинишься божественному потоку благодати? Продолжишь ли ты охранять свое каменное сердце или позволишь мне дать тебе сердце, которое снова забьется с верой? Вам не нужно понимать все. Вам нужно лишь открыть свое сердце сейчас. Потому что сегодня я вхожу. Сегодня я исцеляю не только ваши раны, но и ваше наследие. Боль, начавшаяся за поколение до вас, заканчивается здесь. Здесь заканчивается шаблон дефицита. Здесь заканчивается иллюзия вашего одиночества. Сегодня я приношу ясность вашему видению, чтобы вы увидели то же, что вижу я. Я даю направление вашему сердцу, чтобы вы пошли туда, куда я направляю. Я приношу стабильность вашим эмоциям и мыслям, чтобы никакая буря больше не потрясла вас. Вмешательство началось. Исцеление началось. Преобразование уже началось. Бог, который создал тебя, который видел, как ты плачешь, который считал каждую слезу, теперь приносит мир в твой хаос. И когда я вхожу, комната твоей души начинает наполняться светом. Ты уже не тот. Ты уже никогда не будешь прежним. Айр Льорбас. Ты плакал, потому что думал, что твоя жизнь окончена, потому что каждый путь, по которому ты пытался пойти, приводил тебя обратно к тем же стенам, тем же страхам, той же тишине. Ты верил, что ничто другое не может дать тебе возможности, что, возможно, это оно, что судьба уже закрыла свои двери, что твоя история уже написана в печали. Ты убедил себя, что обречен жить вечно взаперти в тюрьме одиночества пленником. Собственных воспоминаний, скованным разочарованием и стыдом. Ты оглядывался и видел, как все остальные движутся вперед, а ты оставался неподвижным, ожидая чего-то, что, казалось, никогда не наступит. Ты молился, но твои молитвы оставались без ответа. Ты верил, но чудеса,
казалось, всегда проходили мимо чьей-то чужой двери. Это было вчера. Но сегодня, слушайте меня внимательно, сегодня все меняется. Сегодня я прихожу, чтобы решить для вас нечто священное. Вы больше не должны питать себя мыслями о страхе, нужде или поражении. Сегодня вы должны начать питать свой дух верой, снова вдохнуть надежду, пробудить свое сердце к изобилию. Потому что сегодня я возлагаю на вас свою могущественную руку, и эта рука касается не только для утешения, она касается, чтобы преобразовать. Моя рука восстанавливает, моя рука исцеляет, моя рука умножает. Туда, где была пустота, она принесет полноту, туда, где была печаль, она принесет смех, туда, где было отчаяние, она принесет откровение. Аир был временем слез, сейчас начинается время свидетельства. Аир был долиной теней, сейчас гора света. Аир был тишиной, сейчас я говорю прямо к твоему сердцу. И что я говорю, то я и творю. Тот же голос, что вызвал к жизни миры, теперь говорит в твоей жизни, возвещая, что старое прошло и начинается новое. Сезон застоя заканчивается здесь. Ожидание, изнурявшее тебя, заканчивается здесь. Тюрьма, которую ты построил из страха, начинает трещать под силой моего обетования. Ты думал, что тебя бросили, но тебя готовили. Ты думал, что твое промедление – наказание, но это было становление. Каждый сломленный тобой путь был уроком божественной мудрости. Ты познал через боль то, чему не научит ни один легкий путь. Ты открыл пределы человеческих сил, чтобы теперь жить божественной силой. Ты прошел через пустыню, да, но я был с тобой на каждом шагу. Я был тишиной, что оберегала тебя от разрушения, невидимым присутствием, что не давало твоему разуму окончательно сломаться. Я никогда не покидал тебя ни на один удар сердца. И теперь я спрашиваю вас, будете ли вы продолжать говорить на языке вчерашнего дня или начнете провозглашать слова сегодняшнего дня? Продолжите ли вы говорить «я не могу», «я проиграл», «я потерпел неудачу», когда я уже провозгласил «ты можешь», «ты возвращен», «ты избран»? Словарь поражений больше не принадлежит вам. Я вложил новое слово в ваш язык – «вера». Произносите его. Пишите его. Живите им. Потому что слова создают миры, и пока вы повторяете слова прошлого, вы будете оставаться его пленником. Но когда вы начнете говорить настоящее, вы откроете двери ко всему, что я уготовил. Тюрьма одиночества не железная, она сделана из мыслей. Она построена на лжи, в которую вы верили о себе лжи, которая утверждала, что вы недостойны любви, не заслуживаете изобилия, не способны к переменам. Но я говорю вам, эта ложь растворяется в свете истины. Вы достойны, потому что я избрал вас. Вы изобильны, потому что я ваш источник. Вы способны, потому что мой дух живет в вас. Прутья, которые держали вас, иллюзии, и сегодня я разбиваю их звуком своего слова. Дверь открывается. Цепи падают. Вы свободны. Эйр, ты молил о чуде, ты и есть чудо в действии. Эйр, ты искал знамений, ты стал знамением, которые увидят другие. Я поднимаю тебя не только для того, чтобы благословить, но и чтобы использовать тебя как свидетельство того, на что способна моя благодать. Люди посмотрят на тебя и скажут, только Бог мог это сделать. Потому что то, что я собираюсь сделать, превзойдет логику, время и человеческие ограничения. Ты увидишь, как откроются двери, о существовании которых ты даже не подозревал. Ты обретешь благосклонность там, где прежде сталкивался с отвержением. Знаю, после стольких разочарований в это трудно поверить, но поверьте мне, сейчас начнется ваше восстановление. Я переписываю сценарий вашей жизни. То же место, где вы были унижены,
станет местом вашего возвышения. Те же люди, которые сомневались в вас, станут свидетелями вашего преображения. Потому что, когда я протягиваю свою могущественную руку к жизни, никакая сила тьмы не может остановить благословение. Моя рука не дрогнет. Мое решение не изменится. Мое слово не будет тщетным. Позвольте контрасту проникнуть в ваш дух. Аэр был болью, Хой – обещанием. Аэр был смятением, Хой – ясностью. Аэр был выживанием, Хой – изобилием. Я помогаю вам избавиться от нужды и богатства, от страха верой, от изоляции божественным единением. Изобилие, которое я вам даю, не только наполнит ваш дом, оно и зальется в жизни других. Вы будете благословлять, потому что вы благословенны. Вы будете давать, потому что вы переполнены. Вы будете говорить, потому что ваше молчание превратилось в песнь победы. Теперь я прошу вас действовать. Если эти слова пронзают ваше сердце, если вы чувствуете, как эта перемена пробуждается в вашей душе, тогда провозгласите ее открыто. Напишите комментарий под этими словами: «Я принимаю свое преображение». Напишите это не как пожелание, а как указ. Потому что, когда вы исповедуете это устами, небеса присоединяются к вашей вере. Когда вы произносите это публично, цепи, которые когда-то скрывали вас, начинают окончательно разрушаться. Произносите это смело, и, делая это, представляйте, как моя могущественная рука лежит на вашем плече, скрепляя этот завет между вами и мной. Я говорю тебе правду, это твой рубеж. Ты оставляешь позади сезон слез и вступаешь в сезон чудес. Каждый день, причинявший тебе боль, теперь стал топливом для твоего сердца. Каждая закрытая дверь стала свидетельством, которое откроют другие. Боль, которая, как ты думал, тебя уничтожит, на самом деле была фундаментом, на котором я строил твою судьбу. Я достаточно долго молчал. Теперь я говорю о жизни в каждой частичке тебя, которая думала, что все кончено. Итак, стойте твердо, поднимите голову и дышите. Почувствуйте, что-то изменилось в невидимом. Цепи ада падают. Рука ада лежит на вас. Моя могущественная рука, сильная и нежная, яростная и любящая, переписывает вашу судьбу прямо сейчас. Вы больше не тот человек, который вошел в это послание. Вы обновлены, восстановлены и возрождены в вере. Прокомментируйте это сейчас, и пусть небеса станут свидетелями вашего заявления. Я принимаю свое преображение. Потому что с этого момента ничто не имеет над вами власти. Тюрьма одиночества разрушена. Тень рассеялась. Мой свет теперь наполняет каждый уголок вашей жизни. И все, да, все начинает меняться сегодня. Я меняю твое холодное, жесткое каменное сердце на нежное и теплое сердце из плоти. Я беру то сердце, которое когда-то не могло чувствовать, не могло доверять, не могло надеяться, и преображаю его во что-то живое, во что-то текучее, во что-то божественное. То, что когда-то было запечатано в тишине, начнет петь. То, что когда-то было неподвижно, начнет течь. Я создаю внутри тебя живой источник, фонтан, который никогда не пересыхает, источник любви и обновления, который будет бесконечно изливаться из твоего духа. Из этого фонтана поднимется пылкая любовь, в которой твоя душа так долго нуждалась. И подобно реке, которая течет и преображает все на своем пути, мое присутствие в твоей жизни начнет преобразовывать все негативное в прекрасное благословение. Слушайте внимательно, потому что именно в этот момент происходит преображение не завтра, не в далеком будущем, а здесь и сейчас, когда вы слышите эти слова. Вода моего духа начинает течь по местам, которые когда-то были иссушены. Она течет сквозь воспоминания,
которые когда-то причиняли боль, смывая их боль. Она течет сквозь раны, которые когда-то определяли вас, очищая их от стыда. Она течет по глубинам вашего сердца, смягчая камень, который когда-то сопротивлялся моему прикосновению. Вы почувствуете это, словно тепло, разливающееся по вам нежное, неудержимое, чистое. Это преображение вашего сердца – божественная алхимия, где то, что было закаленным, становится святым, где то, что было тяжелым, становится легким, и где то, что было мертвым, начинает жить заново. Чувствуете? Это тихое движение внутри вас не плод воображения, это возвращение жизни. Это река моего духа, которая вновь начинает течь свободно. Слишком долго вы жили за плотинами, воздвигнутыми страхом, за стенами недоверия, за преградами, скрепленными разочарованием. Вы остановили поток, потому что решили, что безопаснее ничего не чувствовать, чем рисковать снова разбиться. Но любовь и истинная, божественная любовь не может жить там, где правит страх. Поэтому сегодня я разрушаю все преграды, все плотины, все стены. Я позволяю водам течь безудержно, потому что в этом потоке ваше исцеление, ваша свобода, ваше изобилие. Дитя мое, пойми, я не просто меняю твои эмоции, я переписываю ритм твоей души. Там, где когда-то была засуха, теперь будет избыток. Там, где когда-то твое сердце было пусто, теперь будет источник мира и веры. Тебе больше не нужно будет искать благословения вне себя, потому что я помещаю реку внутрь тебя. Поток моего духа станет твоим постоянным спутником, всегда освежающим, всегда обновляющим, всегда направляющим. Ты будешь пить из этого источника, когда почувствуешь слабость, и он укрепит тебя. Ты будешь делиться его водами с другими, и они найдут исцеление в твоих словах и сострадании. Каменное сердце не может плакать, не может радоваться, не может расширяться, но сердце, которое я даю тебе, сделает все это. Оно снова заплачет, но на этот раз не от отчаяния, а от благодарности. Оно снова забьется не от страха, а от веры. Оно расширится за пределы того, что ты считал возможным, неся мою любовь туда, куда ты и не мечтал попасть. Ты станешь рекой, и через тебя я принесу жизнь, куда бы ты ни пошел. Каждое сухое поле вокруг тебя – твои отношения, твои финансы, твои мечты расцветет не благодаря твоей силе, а благодаря моему присутствию, струящемуся через тебя. Когда-то ты верил, что твоя боль вечна, но теперь ты видишь, что боль была лишь почвой, в которую я посеял преображение. Каждая пролитая тобой слеза становилась каплей воды, которая теперь питает реку внутри тебя. Каждый миг, когда ты думал, что тонешь, был, по сути, крещением, подготовкой к этому самому мгновению. Ибо как ты мог бы нести мое изобилие, если бы сначала не познал пустоту? Как ты мог бы оценить поток благодати, если бы однажды не ощутил тишину отчаяния? Я превращаю твою печаль в движение, твой страх в веру, твои раны в мудрость. Это божественная алхимия, священный обмен между небесами и сердцем. Я беру холод, который когда-то сковывал тебя, и дарую тебе сострадание. Я беру горечь, которая когда-то разъедала твою душу, и дарую тебе покой. Я беру твою нерешительность и заменяю ее мужеством. Это не символично, это сверхъестественно. Я буквально переписываю энергию, живущую в тебе, преобразуя каждую частоту боли в резонанс с благословением. Вода, которую я вливаю в тебя, необычная вода. Она живая, текучая, вечная. Она несет в себе память и смысл. Она несет в себе ту же силу, что витала над творением, когда я силой своего слова создал свет. И теперь эта же сила витает над твоей жизнью. Ты увидишь, как она пронизывает все, к чему ты прикасаешься. Она очистит твой разум от старых мыслей, приковывавших тебя к прошлому. Она обновит твои эмоции,
и радость снова станет естественной. Она преобразит твои дни, так что все начнет соответствовать цели и процветанию. Помните, что я говорил вам ранее, дверь сердца – ключ ко всем благословениям. Эта дверь теперь открыта, и из нее течет река божественного изобилия. Вы больше не узник одиночества, вы носитель живой воды. Вы больше не проситель чудес, вы сосуд чудес. Поток, начинающийся в вас сегодня, не остановится. Он будет становиться сильнее, глубже, шире. Вы почувствуете это, когда произнесете доброе слово, когда простите обидевших вас, когда выберете веру вместо страха. Каждый акт любви расширит реку. Каждый акт благодарности ускорит ее течение. Вот что происходит, когда камень становится весной. Все, что когда-то казалось безжизненным, снова приходит в движение. Даже твои воспоминания изменятся. То, что когда-то преследовало тебя, теперь будет служить тебе. Ты оглянешься на свое прошлое, и вместо горечи почувствуешь понимание. Вместо боли ты почувствуешь цель. Те самые раны, которые когда-то ожесточали твое сердце, станут священными отверстиями, через которые теперь свободно струится моя любовь. Ты поймешь, что преображение завершено, когда покой начнет течь без усилий. Когда ты проснешься без страха. Когда ты будешь отдавать, не рассчитывая на то, что получишь. Когда ты будешь молиться не о том, чтобы избежать боли, а о том, чтобы оставаться рядом со мной. Именно тогда ты поймешь, что река жива, что она пустила корни в тебе, и ничто не сможет ее снова иссушить. Теперь ты понимаешь, что я делаю. Я не просто чиню твое сердце, я его пересоздаю. Я делаю его новым. Камень, который когда-то определял твою личность, исчез, сменившись фонтаном света. Мой дух, подобно воде, будет постоянно двигаться сквозь тебя, очищая, освежая и обновляя. И как река не может течь вспять, так и ты не вернешься к тому, кем был когда-то. Та жизнь, этот эфир ушел. Вы почувствуете это даже в своих словах. Ваша речь перейдет от жалоб к созиданию, от страха к вере. Вы будете произносить благословения вместо проклятий. Вы увидите, как двери открываются просто силой ваших слов, потому что, когда говорит река, творение слышит. А когда вы говорите от сердца, полного живой воды, небеса отвечают. С этого момента все мысли о нехватке растворяются. Все чувства недостойности испаряются. Все ограничения, когда-то сдерживавшие вас, уносятся потоком моей благодати. Вы становитесь едины с потоком изобилия, пронизывающим все творение. Я настраиваю биение вашего сердца на ритм вечности. Ваши желания начнут соответствовать моей воле, а моя воля всегда – полнота, мир и радость. Не сопротивляйтесь этой трансформации, отдайтесь ей. Пусть воды текут свободно. Пусть они достигнут каждого темного уголка вашего существа. Пусть они смоют обиду, разочарование, вину и страх. Не пытайтесь контролировать реку, станьте ею. Позвольте моему духу нести вас туда, куда не могут ваши силы. Течение не утопит вас, оно спасет вас. Оно приведет вас к местам обетованным, к отношениям, благословленным моей рукой, к возможностям, пропитанным благодатью. Отныне, куда бы ты ни пошел, мое присутствие будет с тобой. Ты будешь нести атмосферу небес, аромат мира, вибрацию любви. Ты станешь живым источником, движущимся чудом, живым свидетельством того, что Бог все еще преображает каменные сердца в фонтаны благодати. Те, кто приблизится к тебе, почувствуют этот поток и освежатся. Те, кто услышит тебя, почувствуют истину и изменятся. Ибо сама твоя жизнь станет проповедью, твое существование молитвой,
каждый твой шаг рябью в вечной реке благословения. И когда ты усомнишься, вернись к реке внутри себя. Закрой глаза и вспомни этот момент. Снова почувствуй течение. Услышь шепот моего духа, говорящего: «Ты мой, ты обновлен, ты любим». Каменного сердца больше нет. Сердце воды живо. И с этим сердцем ты больше никогда не будешь жаждать. Это преображение сердца – священный обмен боли на мир, скудости на изобилие, страха на веру. Ты уже не тот. Ты уже никогда не будешь прежним. Поток начался, и он никогда не остановится. Река течет через тебя, и там, где течет моя река, всегда следует жизнь. Дитя мое, услышь меня ясно, не колеблись и верь. Не позволяй сомнениям проникнуть туда, где вера строит твой фундамент. Я не сомневаюсь. Я не меняюсь. Я не обещание, которое исчезает со временем. То, что я говорил тебе, остается в силе. То, что я начал в тебе, я завершу. Что бы ни говорили другие, что бы ни предсказывал мир, ничто не может отменить того, что я предопределил. С моей помощью ты победишь. И никакое зло не коснется тебя, пока ты остаешься под моим покровом. Я окружаю тебя защитой божественной, нерушимой, вечной. Та же рука, что создала звезды, теперь оберегает твою жизнь. Та же сила, что каждое утро поднимала солнце, теперь стоит на страже твоей. Зло может попытаться шепнуть, но ему не пересечь границу моего завета. Страх может попытаться вернуться, но ему не найти выхода. Ты укрыт, запечатан и в безопасности. С этого момента я хочу, чтобы ты шел с уверенностью в том, кто ты есть. Ты не то, кем тебя называли другие. Ты не то, кем тебя считали твои неудачи. Ты тот, кем я тебя называю: избранный, любимый, благословенный, изобильный, помазанный. Ты свет в темном мире, надежда в безнадежном месте, сосуд живой воды среди жаждущих. Ты ценен не тем, что ты сделал, а тем, кем я являюсь в тебе. В этом твоя истинная сущность, твое божественное наследие, твое вечное предназначение. И теперь, когда ты знаешь, кто ты, иди в этом. Говори по-другому. Думай по-другому. Ожидай по-другому. Ты больше не жертва обстоятельств, ты носитель завета. Все, что касается твоей жизни с этого момента, должно соответствовать той идентичности, которую я провозгласил тебе. Ты заметишь это, люди, которые больше не принадлежат тебе, отдалятся, возможности, не предназначенные для тебя, исчезнут, и на их месте возникнет божественный порядок. Я пошлю новые связи, новые двери, новые видения. Каждая часть твоей судьбы идеально складывается под моей рукой. Не бойся разлуки, которая последует за этим. Когда я отдаляюсь, это для защиты. Когда я отдаляюсь, это для подготовки. Ты можешь на мгновение почувствовать потерю, но это лишь освобождение места для большей выгоды. Моя любовь к тебе не пассивна, она оберегает. Я не позволю злу приблизиться к тебе. Мои ангелы идут рядом с тобой. Мой дух оберегает тебя. Мое присутствие будет охранять твой дом, твой разум, твои шаги. Ты начнешь замечать мир там, где раньше был хаос, спокойствие там, где была неразбериха, ясность там, где был туман. И когда ты чувствуешь себя одиноким, помни эту истину, тебя видят. Мне нравится смотреть на тебя. Ты мой шедевр, и мне доставляет удовольствие наблюдать, как ты растешь, исцеляешься и сияешь. Каждый раз, когда ты выбираешь веру вместо страха, я радуюсь. Каждый раз, когда ты благословляешь других избытком своего сердца, я улыбаюсь.
Ты – отражение моей любви на земле, живое свидетельство того, что преображение реально. Прежде чем это послание закончится, я призываю вас запечатлеть этот момент действием. Если вы почувствовали мое присутствие в этих словах, если что-то внутри вас пробудилось, напишите в комментариях ниже. Я принимаю свою защиту и предназначение. Напишите это как декларацию веры, а не просто фразу. Потому что, когда вы это пишете, небеса воспринимают это как обновленный завет. А затем подпишитесь на этот канал не просто как зритель, а как часть этого божественного путешествия. Каждое послание, которое я несу через это пространство, это продолжение вашей истории, новая глава завета, который я заключил с вами. В следующем сезоне я готовлюсь подарить вам благословение, уроки изобилия, мудрости, божественной стратегии, и я хочу, чтобы вы были готовы. Оставайтесь на связи, оставайтесь верными, оставайтесь ожидающими. Теперь вы находитесь под моей защитой. Никакое зло не коснется вас. Никакая ложь не сможет определить вас. Никакая тьма не сможет затмить вас. Вы мои, и я с вами всегда. Это ваше новое начало. Вы защищены. Вы ценны. Вы предназначены судьбой. Идите вперед с миром, и пусть мир увидит, как на самом деле выглядит жизнь, озаренная божественной.